Друзья, это у нас Link Plus T4 планшет. Сейчас покажу. Смотрите, яркий, 400 нит яркость, такой вот красавчик. И тут, знаете, планшет, да и планшет. Чего интересно, я вам объясню. Дело в том, что я его купил на Амазоне в Германии, это конкретно для немецкого рынка, для европейского рынка. Его за 200 евро. И вы опять скажете, что ж там такого интересного-то за 200 евро? Я вам расскажу. В нем есть вот такой вот стилус оригинальный с 4096, 4096 уровней нажатия. То есть это 11-дюймовый планшет конкретно для, скажем так, для дизайна, для рисования, для учебы и редактирования различных штук. При том, что у него есть такая вот накладка, вы ее еще на распаковке увидите. Накладка, откровенно говоря, полное непонятное для меня дело, потому что не покрывает, то есть это фактически не чехол. Но накладка позволяет хранить вот эту штуку еще и, знаете, как она отгибается вот таким вот образом, можно как стоечку ставить. Удобно, скажу вам. Но что это за планшет? Насколько интересно его покупать, в отличие от китайских каких-то вариантов, потому что на Алиэкспрессе я его не нашел, то есть я его покупал конкретно на Amazon. Короче, Link Plus T4 8 на 128 за 200 с чем-то, 200 с мелочью евро. На канале Технозон. Поехали. Ну и сейчас на Амазоне есть еще оригинальный сайт, но на оригинальном сайте он стоит 251 евро. Нафига ж нам там покупать, если есть на Амазоне? Он на Mediatek Helio G99, 8 на 128, 8100 мАh батарея. Давайте посмотрим, чего они там тут заявляются. Android 13, 11 дюймов, 2К IPS, MTK G99 и 8 плюс 13 мегапикселей камера. То есть смотрите, чем уникален. 400 нит, конечно же, прикольно все. У нас 4 динамика, очень, кстати, прикольных динамика. Bluetooth 5.2, правда, Wi-Fi 5, не 6, но Netflix HD. Почему? Потому что у него есть DRM-L1. И экранчик у нас 2000 на 1200 IPS. И вот смотрите, насколько прикольно у нас, вот видите, как они про этот стилус, да, показывают. У него активные кнопки есть, можно писать, то есть, пожалуйста, вы можете там удалять с помощью, видите, у него уровни степени нажатия, то есть это все просто-напросто прикольно. Используйте различные приложения, плюс и все, что есть. В остальном все. Мы сейчас с вами посмотрим, что интересного, но они здесь больше ничего не заявляют. Видео он декодирует спокойно 4К. Давайте мы сейчас быстренько его распакуем, посмотрим, что у нас там есть, в принципе, и пойдем тестировать. Планшет Link Plus. Ну давайте на коробке посмотрим. Ничего у нас нету. Здесь только ничего не написано, короче. Давайте вскрываем. Amazon рулит. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. О! Плотная коробка. Была под пленкой. Пленку снял. Так, сначала смотрим комплект. О, скрепка есть. Знаете, что там есть? Сразу говорю. Там есть чехол. Да ладно. Там есть чехол. Есть скрепка. Прям топовый какой-то комплект. Изначально говорю, вот, а он магнитный. Магнитка, слышишь? А ну-ка, есть. Type-C-шечка. Зарядка на 20 ватт. Зарядка на 20 ватт. И, пожалуйста, опа! Ты видел? Фирменный вообще. Фирменный этот. А теперь сам планшет. Щух. Ничего себе. Металл. Смотри. Он металлический. Здесь камера. Здесь у нас, смотрите, два микрофона. Разъем для карточки. То есть в нем есть... Я сейчас посмотрю, что в нем есть. Либо 4G, либо я еще не видел. То есть я его только-только получил. Так, здесь... Разъем я пока не понимаю. Сюда можно и microSD ставить, и microSIM, и симку. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас будем разбираться. 4 динамика. Сразу говорю, 4 динамика. Прикольно. Кнопка включения. Снизу у нас есть поддок-порт. То есть сюда можно подключить клавиатуру. Так, а как с вот этим быть? Это магнитная штука, да, получается? Сейчас потом. Да, она совсем полностью магнитная. Оба! Вообще примагнитилась, капец. И вот эта штука еще вот так вот, смотрите.
То есть это если у вас есть какой-то, ну, это не полноценный, конечно же, чехол, это просто накладка. Ну, прикольно, слушай, да. Такой прям планшет-планшет. Ну, сейчас включим, увидим экранчик. Транспортировочная пленка на планшете. Сразу сейчас берем эту штуку, она как-то включается или что с ней вообще делать? Она же как-то должна заряжаться. Здесь есть кнопки. Здесь что-то откручивается. Давай посмотрим, что у нас. Опа, батарейка. О, это совсем микропалец. Это 4А батарейка. О, работает, слушайте. Во-первых, вот эта штука имеет очень классный функционал. Смотрите, она отгибается и как подставка становится. То есть это очень удобно, очень прикольно. Но, конечно, то, что нет полноценного чехла, плохо. Экран мега яркий. Сразу говорю, дело в том, что у нас тут ситуация с тем, что нам пришлось, смотрите, насколько мы уменьшили яркость экрана для того, чтобы не было пересвета, потому что пересвет просто дикий. Экран, яркость просто топ, смотрите. Я сейчас вот на меню настроек, если я поставлю на полный, вообще ничего, но засветит вам. Слишком яркий экран. Вот за яркость экрана вообще огромный плюс. Мы можем выходить. Я сразу же беру стилус. Потому что стилус здесь это особая, скажем так, форма развлечений. Он активный. Теперь у нас можно здесь рисовать. При этом он понимает различные наклоны. Смотрите, тоньше. Можно нажать, будет шире. Это вообще топ. У него 4096 уровней нажатия. То есть тонкий уровень, видите, можем под наклоном толстый рисовать. Вот под наклоном у нас такой. То есть он ведет себя как обыкновенное перо. Это удобно. При том, что у нас, видите, вот эта кнопка, она стирает, вы ее нажимаете, она стирает надпись. То есть вы пишете, потом раз вам что-то не понравилось, стерли. Вторая кнопка у нас имеет больший угол стирания. Видите, у нас появляется такой себе более широкий. Мы можем с вами переключать. Видите, у нас появляется здесь переключение. То есть это активные кнопки. И в планшете за такие деньги, то есть там за 160-200 евро такое получить. Ну, я использую здесь, видите, бесплатную версию этого приложения для описания. То есть вы можете использовать на все, что хотите, потому что этих приложений для активного стилуса действительно огромное количество. Если говорить о том, что у нас внутри этого планшета, то это у нас, видите, TechVision T4 EVO. Дальше у нас платформа MT6789, 8 гигабайт на 128 хранилища с Bluetooth 5.2. Центральный процессор Mediatek Helio G99, 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц и 2 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, 6-нанометровый, 64-битный. Вот это уже что-то, хотя, ну, за такую цену это неплохо. Экран 2000 на 1200, Mali G57 ускоритель, 60-герцовый экран. Сеть имеет у нас Connect 433 мегабитов, 5,1 МГц. Дело в том, что здесь у нас стоит Wi-Fi 5 модуль, батарея. Давайте сразу же 8100 мА с быстрой зарядкой. Больше, ну, здесь доступа к температуре нет. По кодекам все, в принципе, основное у нас. Есть 265 кодек с Android, ну, AV01 аппаратного не вижу аппаратного декодера AV1. Но при этом вы можете смотреть HD Netflix, либо смотреть какой-нибудь там Свит ТВ. Пожалуйста, мы можем выбрать с вами телевидение и посмотреть. Вот у нас работает сейчас каналы. Давайте развернем, пожалуйста, IPTV. При том, что здесь очень хороший звук, 4 динамика, стереозвука. Громкости добавил бы больше, если бы была такая возможность. То есть громкость для меня маловато, хотя действительно звучит он неплохо. Ну и, конечно, какой-нибудь стриминг в YouTube, пожалуйста, можно смотреть. Вот мой обзорчик. Сейчас мы выберем. Слушайте, потише надо сделать, немножко громковато. Хотя для меня, честно говоря, сама общая громкость планшета немножечко не та. Выберем другое. Ну, здесь 1080p 60 Гц. Это мой обзор. Это я делал обзор роутера. Пожалуйста, тоже вы можете развлекаться. Давайте попробуем проиграть здесь какой-нибудь 4К Geoplays ролик, который мы снимаем специально для тестов вот такого рода девайсов. Пожалуйста.
выберем качество. Давайте 4. Ну, максимально он декодирует 1440 пи, 60 Гц. Кстати, очень неплохо, с учетом того, что здесь 2К экран. Пожалуйста, можете смотреть все, что угодно. Слушаем звук. Звук достаточно чистый и хороший. Тут вопросов нет. Действительно, по мультимедиа данный планшет очень неплох. И мы, когда неплохо, тогда и говорим. А что мне не понравилось изначально, могли бы, в принципе, сделать хотя бы 90-герцовый экран. Вот смотрите, как у нас, когда стилус перемещается, видите, оно предварительное показывает, предварительное наведение показывает. Сейчас здесь попробуем кнопки. Не, здесь кнопки у нас только при прикосновении. А теперь экран. Видите, в настройках экрана у нас есть Mira Vision, который позволяет нам работать и улучшать цвета. Это очень классная тема, адаптивная яркость, при том, что сейчас только 18% яркости. Время отключения экрана, нет у нас, к сожалению, различных вариантов герцовки. Stylus Pen можно включать-выключать поинтер, и больше здесь мы ничего такого не видим, кроме того, что можем DuraSpeed использовать, ускорять приложение. И о планшете, видите, модель это T4, европейская версия, Android 13 на текущий момент. Есть разделение экрана, часто спрашивают, есть ли разделение экрана на таких планшетах. Пожалуйста, здесь у нас работает разделение экрана, очень неплохая штука. Antutu Benchmark показывает 400 448 баллов. Это говорит о том, что мы здесь можем с вами играть практически во все игрушки, которые, я вам скажу, даже некоторые игры 3A класса будут спокойно идти. 10 тач касаний беспроблемно. И хочется тест скорости сети проверить. Объясню. Дело в том, что здесь 5G Wi-Fi 5, особо не разгонишься по скоростям, но при коннекте там 433 максимальное, что мы тут получаем, там 250 у нас было мегабит в серии тестов. Сейчас вы видите фактический замер скорости для того, чтобы мы не говорили что этого нет, мы показываем фактический замер скорости. В принципе, для планшета за такие деньги это, в принципе, нормальный результат. Мы видим максимальный у нас 240-230 мегабит в секунду. Давайте подождем конца теста. 240 мегабит в секунду на выдержку. Вы спокойно здесь можете работать, допустим, в браузерах, читать новости, работать в социальных сетях. Это все он отлично поддерживает. 8 гигабайт оперативной памяти хватает за глаза. Даже поиграть можно. Конечно, очень удобно это сделано. Вы можете положить таким образом. Можно даже попробовать скомпозировать вот такой вот вариант подставки. Видите, но тогда у нас плохо держится магнитка, потому что магнитка в основном у нас снизу. Давайте закроем. Сейчас его приколопуцаем, скажем так. Магнитка снизу. Можем ее отодвигать, можем на ней работать. Вот таким вот образом. Вот, видите? Вот такой вот вариант подставки. Это удобно. Это удобно и действительно подставка, хотя она и не является полноценным чехлом, но мы, в принципе, с вами понимаем, что мы имеем. Вот этот вот вход... Это расширитель с хранилища. Сюда можно поставить microSD-карту. SIM-карты он не поддерживает. Мы это проверим. И что же мы могли бы здесь еще проверить? Конечно же, как можно поиграть в PUBG, например, да? То есть вот это уже поинтереснее. Нам дает выставить здесь настройки графики. Смотрим высокую частоту, высокие настройки. Давайте я насыщенные поставлю. И попробуем чуть побегать. Очень удобно, сразу говорю, смотрите, не закрывает верхние динамики. То есть у нас получается объемный звук, здесь True Stereo по сути. Поэтому мы можем позиционировать, где находится враг при игре. Так, при падении мы видим, у нас тут есть облачка были мелкие. Бывает такое, что на очень слабых устройствах здесь начинают провисать, поэтому это такой себе тест того, насколько мы пролетаем быстро облачка. Тоже очень полезный тест. Смотрим на прорисовку. Не, оно не фрезует. Он, кстати, очень холодный. Очень холодный планшет. Я нагрева... сам по себе G99 неплох процессор. Такого очень бюджетный, но очень неплохой процессор. Скажу я вам. Смотрите, все вообще идеально. Давайте хватаем что-нибудь. Давайте... здесь рюкзачок получше. Нам нужно... Хорошо скользит экран. Но я вам скажу честно,
я пленку снимал для себя. Для себя я пленку снимал, потому что я играю в такие вот игры, но пленочка будет неплоха в плане того, что вы все-таки здесь будете рисовать, возможно, поэтому я думаю, не стоит ее снимать, либо просто-напросто стоит поклеить защитное стекло какое-то. Универсальное сюда подойдет. Сейчас посмотрим, что у нас есть еще. Хорошо, прибарахлились. Пошлите постреляем немножечко. Хоть убей, не вижу его. Блин, нажимаю случайно на этот. О, здравствуйте, здравствуйте. Так, один есть, где-то второй тут стреляющий. Есть, друзья, есть. Всех тут поперестреляли. Давайте перезарядимся. Я вам скажу, очень неплохо. Достойно. Достойный планшет для игры, допустим, в тот же самый PUBG. Блин, надо кнопки мне поменять. Очень неудобно. Я вот нажимаю вот этой вот, знаете, ладошкой на рюкзачок. Надо чуть переделать. Обычно можно играть вот такими вот делами, да, там, знаете, кто знает, как играть. Когда там одной рукой смотришь, другой рукой стреляешь. Это очень удобное дело. Здесь либо прицеливаешься. Но это надо планшет перенастраивать. Слушайте, очень достойно. Давайте следующую посмотрим. Хотя, слушайте, перед тем, как смотреть дальше, давайте посмотрим камеру. Камера самая простая. На данном планшете она ничем не выделяется. Есть у нас в настройках, смотрите, размер можем задать максимальный 4096 на 3072, 13 мегапикселей, минимальный 3. Есть вспышка у нас. В разделе видео мы в настройках можем получить с вами, ну, здесь разные пресеты. Максимальное качество записи 2К 30 Гц. По поводу качества камеры вы сейчас видите переключающиеся фотографии, и фронталочки, и этику, которые я делал тестово фотографии, и тут уже качество оценивать вам. Для меня, я вам скажу, качество фотографий на планшетах это изначально, конечно, сюр. То есть это либо какие-то 3A планшеты, каких-то 3A брендов, они могут что-то снимать. Планшеты такого уровня, требовать от них каких-то мега показателей не стоит. Так, а вот и асфальтик 9-то подвалил. Ой, слушайте, достаточно громко. Не, надо потише сделать, потому что музончик здесь хорош, но лучше так не делать. Смотрите, это средние настройки графики. А ну, подождите. Оно нам выставило средние настройки графики. Мы видим текстуры. Да, тут уж как есть. Давайте, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Да ну зачем мне? Какое мне обучение? Ну, это очень неплохо. Очень неплохо. Поехали. Красивая игра на самом-то деле. Не знаю, кто играл. Вернее, кто не играл, всем советую. Давайте на трамплинчик пошли. Ух! А ну пошли на... Еще на один трамплинчик. Давайте на X2. Не, ну слушайте, поиграть можно. Да на G99 всегда можно было поиграть. 400 тысяч баллов. Это, в принципе, очень неплохой результат для бюджетных планшетов. Я имею в виду Antutu. Ну и, конечно же, танки. Мои любимые танки. Куда же без них? World of Tanks Blitz на данном планшете. Вот мы видим FPS 60. Идут идеально. Кстати, углы обзорчика вы видели? Углы обзоров просто отличные. Все, поехали дальше. Да, 60 четко держит FPS. Вообще отлично. Ух ты, какой ты гад. А ну иди сюда. Словил. Слушайте, да, отлично работает. На еще. 59-60 FPS. Суперово. Ага. Здравствуйте. Опа, здравствуйте. Как я мог промахнуться, а? Акела промахнулся. Здравствуйте. Лови под башенку. Сейчас тебя тут и разберут. Слушайте, я могу, в принципе, уже проходить, резюмировать данный планшет с учетом его цены, каких-то базовых характеристик и наличия активного стилуса.
Танк слабый. Для того, чтобы выползти на такую гору. Ну как так-то, а? И наличие активного стилуса, я думаю, это будут положительные. Мое положительное заключение. Мы сейчас с вами это все проверим. В качестве выгоды скажу, за такие деньги, как он стоит, в принципе, я вам скажу, очень даже неплохая штука. Почему? Потому что вы, во-первых, в Европе его можете купить, вы можете его купить через NP Shopping, вы можете его купить через друзей, но это не для китайского рынка. Да, Mediatek G99, но Mediatek рознь. Дело в том, что G99 нормально работает в качестве планшетного процессора и в качестве процессора, допустим, телефонного. Мне он нравится. Есть еще один момент. Здесь есть GPS, а это тоже очень хорошо. Поэтому я его могу рекомендовать. Я не скажу, что это плохой планшет. Это Link Plus T4. Достаточно известный здесь в Европе производитель, который продает уже достаточно давно планшеты. Камеры. Ну, вы видели уже качество камер. Это такое себе дело. Но уже решать вам. А я свое слово сказал. С вами был Павел на канале Технозон.